Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня Лайф, меня зовут Саня, и здесь вы одним кадром увидите, наверное, 10-минутный мой поход на основную камеру Pixel 7a. Я давно не делал такие записи, обычно это делаю все с селфи-палкой, либо со штативом, либо со стабилизатором, но делаю это только на смартфоны, которые мне очень понравились по съемке с основного именно модуля. Вот сейчас с основного модуля мне солнце бьет в глаза. Вы видите, как снимает Pixel 7a. Не забудьте подписаться, написать в комментах, интересно ли вам такое. Но я думаю, что если вы приобретаете подобный смартфон, тем более стоит он 39 тысяч, в описании будет ссылка на него. Я надеюсь, что рано или поздно он будет стоить там 32-33. Вряд ли он будет стоить дешевле. Полноценный обзор на YouTube будет завтра у меня на канале, на основном Польза.нет. Сейчас уже на лайв-канале есть то, каким образом я гонял его в Твиче. В отличие от других тензоров Пикселя, это не вылетал, осилил час игры в PUBG. И вот сейчас одним кадром вы увидите, как он может снимать при довольно неблагоприятных условиях. Всем кажется, что много освещения и смартфону легко. Нет. Во-первых, здесь будут тени. Во-вторых, изменения в движении. В-третьих, разумеется, я себя снимать буду вот первые 1,5-2 минуты. И в целом я напишу в описании, сколько будет весить файл. Вот сейчас в сенсор бьет солнце. Разумеется, я сравню его с яблоком 14 Pro Max, уже в принципе сравнение сделал. И сразу сходу здесь нету в фронталке 4К 60 FPS, только 4К 30 FPS, но они снимают прям очень хорошо. И если брать еще во внимание, что процессор допиливают в плане чего? В Antutu, допустим, он выбивал 600 тысяч попугаев, как только его начали продавать, этот смартфон. Сейчас уже выбивают 700 тысяч баллов. И если говорить о фишках Гугла, оболочке и всем остальном, в принципе, они молодцы. А если говорить о том, насколько правильно и хорошо приобретать смартфон для того, чтобы вести блоги. Я, как человек, который уже 5 лет ведет канал на YouTube Польза.нет, вам могу сказать, что снимаю я сейчас на iPhone, до этого снимал на Huawei. На Pixel я бы снимать не стал. Почему? Потому что раз он перегревается, многие в комментариях прочитайте, кто покупали и кто использовал его для съемки, согласны. Плюс у него не суперский автофокус. И опять же, сейчас работают его родные микрофоны. Разумеется, если нужно будет вести блог, нужно будет докупать что-то у Ланзи. Это из дешевых, допустим, или дорогие родовские, как у меня. К слову, дешевых микрофонов я купил много, а дорогие, ну, стоят примерно как половина этого смартфона, даже как процентов 70. И если вы меня сейчас слышите неплохо, а по идее в Гугле довольно неплохо реализовано шумоподавление у микрофонов, то отлично. Вот сейчас я меняю картинку, и мы уже видим с вами, что 3 минуты. Я вам наговорил, здесь можно X2 делать при съемке и X5. Эту штуку, весь этот файл 10-минутный я скину в исходники на YouTube, не на YouTube, в телеграм-канал мой личный. И вы сможете у себя на откалиброванных мониторах посмотреть, что может этот пиксель. Если вы смотрите это на YouTube, помните, что раз рендеринг самого YouTube, сжатие практически в 100 раз. Если говорить, допустим, о ProRes качестве на смартфоне Apple iPhone 14 Pro Max, то примерно в 100 раз он сжимал у меня файлы. Если говорить о Android смартфонах, то там сжатие, конечно, поменьше, иногда даже в 10-20 раз, но все равно это довольно много, согласитесь. Повторяю, что съемка ведется в 4К 60 FPS, включен режим стабилизации. Насчет других режимов я вам не скажу. Могу менять температуру, не меняю, все работает в автомате. Съемка ведется противно против солнца. Движение осуществляется по песку и... Ну, здесь в целом ровная поверхность, но сказать, что я идеально его несу, не сказать. Плюс я несу его, разумеется, в одной руке. Если говорить о каких-то особенностях аппарата, первое, он малогабаритен, то есть он реально компактен. Но здесь идет магическая барабанная дробь. В чем? В том, что несмотря на то, что он компакт, у него просто огромнейшие рамки. Если вы будете ставить не темную тему, вы очумеете. Плюс... Те, кто досмотрел до, получается, почти 5-й минуты по ходу, я хочу вам сделать бонус. Здесь сумасшедший шим. DC-диминга я не нашел, может быть, он появится дальше в прошивках. Здесь просто безумный шим. Если кто-то знает, что каждый 10-й, по самым оптимистичным прогнозам, подвержен этому шиму,
я думаю, что вы начнете задумываться. Почему? Потому что если вы долго будете смотреть в подобные экраны, вы чувствительны к шуму, вы будете ощущать усталость глаз, у вас может заболеть голова, у вас помимо этого появится дополнительная сухость. И кто мне скажет, ну и что, мы при освещении таком уже сидим, с мониторами такими работаем? Я отвечу вам очень просто: покупайте лучше лампочки. Вот я сегодня, допустим, перезаказал все 28 лампочек у меня в доме. Почему? Потому что я померил частоту и ужаснулся. То есть реально от этого, возможно, у меня болела голова, потому что монитор у меня не шумит, монитор отличный, деловский, и зрение оно одно. Понятно, когда тебе там 20 лет, тебе все равно, когда 30, тебе все равно, а когда ты подходишь к 40, то тебе хочется работоспособность свою чуть-чуть продлить. И все эти штуки из разряда не употреблять лишнего или вообще не употреблять, заниматься спортом, задумываться над тем, что ты носишь, когда ты спишь, что ты ешь. Это не какая-то дань моды, это вопрос выживания. То есть либо ты хочешь, чтобы у тебя здоровье длилось дольше и ты мог дольше пахать, бежать по-другому, то хорошо. Если нет, то опять же твой выбор. Поэтому кто бы вам что ни говорил, я или еще кто-то, подумайте 10 тысяч раз перед тем, как наплевать на свое здоровье в плане зрения. Мы постоянно в экранах. Если у вас какой-нибудь IPS из разряда iPhone 11 последний, все отлично, никаких проблем. Если у вас уже AMOLED, задумывайтесь о шиме. И возвращаясь к Pixel 7a, к сожалению, шим здесь космос. Если говорить о эргономике, в руке в одной держать его удобно. Ощущение, конечно, что у тебя в руках довольно дешевый смарт. Он маленький, есть ощущение, что корпус вот этот, хотя он металлический, то есть здесь рамка металлическая, но ощущается она как будто пластиковая. Хотя многие могут сказать, что хорошо, потому что здесь края не острые, и они тебе в руку не впиваются. Ну, я думаю, достаточно уже прошлись по берегу, вдоль берега, против солнца. Теперь пора идти так, чтобы солнце было со спины. И без резюмирования меня интересует в первую очередь, какой будет размер файла. Второе, я войду в Antutu, посмотрю, какая температура была, потому что помню, что я снимаю на солнце. А у пикселей болезнь перегрев. А ввиду того, что это максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS, я иду при плюс 44 градусов, снимаю в этих 4К 60 FPS при прямых солнечных лучах, я думаю, что смартфон должен напрягаться. Если он не напрягается, не вырубается, еще видите, почему этот тест я делаю? Потому что в играх он не умирал. И поначалу у него при стриминге на фронталку был безумный просто перегрев по моим меркам. Я думал, он вылетит. Но потом он чуть-чуть сбросил яркость. Потом он чуть-чуть ее восстановил. В принципе, как Poco F5 Pro, только Poco F5 Pro сбрасывал яркость 2 раза, этот сбросил на 20%. И потом он примерно так же восстановил эту яркость экрана. Но яркости экрана, к слову, здесь меньше, чем в Poco F5 Pro в стоке. Почему с Poco F5 Pro сравниваю? Наверное, потому что стоимость плюс-минус одна и та же. И, разумеется, Snapdragon 8 Plus Gen 1 для меня более предпочтительнее, чем Tensor любой. И вот сейчас мы видим, как он уже выжил 8.30. В описании я напишу, какой размер файла. Надеюсь, что его не придется сжимать для того, чтобы скидывать к себе в телегу как раз взаимопомощи. Там будет 4 гигабайта максимум. Если нужно будет сжимать, может быть, zip файлом. А второй момент, это я напишу объем, температуру в описании, как этот смарт справился. Да и, в принципе, по ощущениям, вот сейчас, только через 9 минут я захотел переложить его в другую руку, и вот левая рука ощущает, до какой степени он горячий. Рамка просто нереально горячая, нереально. Такой вот жесткий тест. Но, опять же, не факт, что вам придется снимать в таких лютых для смартфона условиях. Они реально лютые. Потому что когда, ну, разумеется, экран здесь уже вообще никакой не яркий, а тусклый, но я все вижу. И когда тебе солнце долбит под 50 градусов на железяку, и ты не в теньке, железяка, в принципе, будет греться примерно так же, как ты сам. Я его не оправдываю, любой смарт сбрасывает яркость, будь то iPhone, Samsung и еще кто-то, просто с разной степенью инфективности и через разное время. К сожалению, Pixel 7a, вот сейчас я уже вошел в тенек на несколько секунд, сбрасывает яркость значительно быстрее, чем остальные.
Повторяюсь, что он во время стриминга вообще сбросил в самом начале. Все, у нас осталось 10 секунд. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что посмотрели данный тест. Я считаю, что он на данный момент именно с этим смартфоном актуален. То есть мне на лайв-канал нет смысла забивать чем-то. Мне хочется просто добавлять в лайв-канал какие-то вещи, которые помогут в выборе смартфона. И вот этот смарт, он про съемку. Насколько хорошо съемка возможна, насколько разумно приобретать данное устройство для того, чтобы использовать его в таких условиях обстановки, у вас есть возможность решить. Все прекрасно знают, что пиксели перегреваются. Все прекрасно знают, что перегрев при холодной погоде — это хорошо. Но перегрев при погоде, когда у вас температура снаружи больше 40 градусов, это очень плохо. Смарт выдержал. Сколько будет объем файла, вы увидите. Ставим лайк, пишем в комментах, интересно ли вам такое на именно флагманские смартфоны. Потому что раньше я делал и часовые стримы. Ну, не стримы, а записи. Часовые, я думаю, бесполезны. А вот за 10 минут вы по большому счету даже узнали основу о нем. Что там, ультраширик максимум 1080p, к сожалению, снимает 60 fps. И фронталка 4К 30 fps. По тензору я уже сказал, Storage тест он валит. Ну, все увидите в ролике. Девайсу от меня до 35 тысяч, да, до 35. Я брал за 39. Добра и удачи вам, дорогие друзья.